Я провел фантастические 5 месяцев в Грузии, и честно говоря, я вначале очень скептически относился к выбору этой страны для длительного проживания, потому что изначально я хотел поехать в Европу, но так как она была закрыта в связи с ковидом, и у нас со странами ЕС нет безвизового режима, то у меня был ограниченный выбор. Был вариант с Турцией, но я что-то подумал, что я там уже был, да и к тому же там без виза только на 3 месяца, и хотелось чего-то нового. И тут я вижу в списке безвизовых стран Грузию, где можно находиться целый год без визы для граждан Казахстана. Летел я зимой, поэтому главными критериями было, чтобы там было тепло и дешевая аренда жилья. Грузия для этого подходила идеально. В планах у меня было 3 дня посмотреть столицу Тбилиси, а потом уже на 6 месяцев отправиться жить в Батуми. Еще один решающий фактор то, что здесь дешево жить, и здесь довольно низкие цены на продукты. А также жилье дешевле по сравнению с другими странами. Летел я через Алмату за 130 тысяч тенге прямым рейсом и заранее забронировал отель под названием View Tbilisi Hotel. Только посмотрите, какой у меня был бомбический вид из окна. Ох, ебать. Сейчас бы хотел показать, как выглядят апартаменты за 45 тысяч тенге за 2 дня. Это на самом деле, я считаю, ну я не знаю, дорого это или нет в несезонное время. 103-местный номер, да, там с диваном и большой king size кровать, считайте. Отель называется, короче, View Tbilisi Hotel. И его часто берут только вот из-за этого вида. Посмотрите, как великолепно. Видно весь город. Вот чисто все берут из-за этого вида. Вау. Посмотрите, какие горы великолепные. Камера это, конечно, ничего не передает. Отель находится на такой горной местности. Я давно так не дышал в полную меру. Вообще кайф, блин. По приезду ты сразу понимаешь, что ты не в типичной постсоветской стране, а Тбилиси вполне похож на современный европейский городок. Уже с первых секунд я удивлялся этим городом, когда видел их ровные дороги. Когда по городу видел, как грузины ездили на современных автомобилях и не увидел почти ни одну старую машину в Тбилиси. Я, кстати, что еще заметил, то что вот в Грузии они почему-то, в отличие от Казахстана, у многих машин новее. То есть ты абсолютно просто так идешь. Вот, допустим, давайте вот так пройдем. Вы не увидите ни одной старой машины, я думаю. Peugeot, вот. Ну, не знаю, машины в основном, они 2000, ну, не ниже 2015 года. Range Rover, Prado, Ford. Посмотрите, Toyota Camry. Вот даже вот этот Mercedes, он выглядит охуенным. Жесть. Ни одной старой машины, пацаны. Вау, это что за тачка? Это что за... Это Bentley? Я первый раз вижу Bentley. Вау. Жесть. Bentley. А, видите, грузины как шикуют. Нефти нет, но все равно, смотрите, живут прекрасно. Вон один Range Rover, там второй, вот третий. Чтобы в Казахстане купить такую тачку, ты должен, я не знаю, быть сыном депутата, наверное, или программистом. Вот знаете, Грузию надо рассматривать в мелочах. Здесь вы не найдете Бурдж-Халифу, как в Дубае. Но здесь вы увидите приятности в мелочах. А именно, когда ты понимаешь, что нас с этой страной отделяет лишь Каспийское море, и про Грузию ты, оказывается, не знал ничего. Например, мне очень понравилось, что грузины живут правильно. Вот знаете, когда человек не делает что-то не то. Приятно, когда ты стоишь где-то в очереди, и все стоят в линию. И никто не пытается обмануть систему, как-то подойти сбоку, коротить свою очередь. А еще, когда были ковидные ограничения, то будь это в поезде или в торговом центре, все носили маску. И никто не ныл о том, что он задохнется, или это заговор Билла Гейтса, и вообще коронавируса не существует. В Тбилиси все 3 дня я гулял только по одному месту. Это проспект Руставели. Это некий Арбат, как у нас. Там расположены многие рестораны и торговый центр галерея Мул. По этой улице вы можете увидеть танцующих грузинов, певцов,
да и просто туристов и местных людей, гуляющих по городу. Так что обязательно советую посетить проспект Руставели и насладиться атмосферой этой улицы. Как же здесь красиво, это жесть. Атмосферно, самое главное, людей много. Я очень благодарен грузинскому народу и Грузии за то, что я вновь ощутил эту чудесную новогоднюю атмосферу. Такой детской эйфории от Нового года я последний раз испытывал, наверное, в маленьком возрасте. И Грузия как будто меня опять вернула в эти времена. Когда вокруг в городе царит праздничная атмосфера, люди гуляют, поют, танцуют, улыбаются и никаких запретов и серости. Пиздец, салюта! Куда смотри? Ёб твою, как же красиво, чуваки! Вау! Боже, как же классно побывать в такой новогодней атмосфере, у меня такого давно не было. Но в Тбилиси я решил не задерживаться долго и решил поехать в Батуми. До Батуми добирался на поезде. Билеты купил онлайн всего за 2500 тенге. Туда ездили вот такие вот современные поезда, немецкие штадлеры. Вот такие вот штадлеры. Туда было ехать всего лишь 5 часов, поэтому я с собой еду не брал. Но если вы проголодаетесь, то внутри поезда есть вот такие вот терминалы, где вы можете взять что-нибудь перекусить. Шоколадки или напиток какой-нибудь. Но знаете, что меня удивило больше всего? Это то, что внутри поезда на протяжении всех 5 часов работал Wi-Fi. Рабочий Wi-Fi. То есть ты едешь в другой город, и у тебя на протяжении всей поездки работает YouTube. А еще был в шоке от того, что во время езды все 5 часов у меня работал обычный 4G интернет. Это как вообще? У нас-то в Астане в городе не везде связь работает, а здесь за пределами города были все 6 палочек связи и 4G. И пока ехал до Батуми, задавал себе вопрос. Ну почему у Грузии есть такие современные поезда Штадлера, а у нас нет?
Почему КТЖ у нас тоже не могут купить немецкие поезда? Потому что, уважаемые земляки, потому что... А теперь давайте поговорим про город Батуми. Город Батуми — это портовый курортный город Грузии. Советую сюда приезжать тем людям, которые хотели бы словить некий дзен в своей жизни, чтобы сделать паузу и ненадолго остаться наедине с самим собой, чтобы подумать о чем-то личном, зарядиться энергией и после небольшой перезагрузки с удвоенной силой наслаждаться жизнью. Здесь вы можете в тишине и в спокойствии наблюдать за бесконечными просторами Черного моря и задуматься о смысле жизни. Не, сегодня, ребят, Черное море по-особенному красиво. Пипец. Просто посмотрите, какое оно сегодня синее, голубое. Прям как в фильмах. Вау. Побыть немного в тишине и где-нибудь вкусно поесть в ресторане. Если вы думали, что это у нас в Казахстане 10% это до хера, да, за обслуживание, то в Грузии вообще 15%. Нехило так-то. Помните, я говорил, что Тбилиси выглядит как вполне европейский город, но Батуми такое ощущение, что строили по лучшим гайдам нынешних городов СНГ. Непонятно, во что превратится вся эта современная архитектура Батуми через несколько лет, потому что все земли, на которых построены высокие здания города, были отданы туркам, голландцам и другим зарубежным инвесторам, которые вряд ли задумываются о том, будет ли их здание сочетаться с местным колоритом и что будет с ними через пару лет. Но стоит отдать должное, что грузины, имея ограниченный ресурс, вполне себе достойно отстроили курортный городок, который продолжает строиться, куда летом приезжают отдыхать не только с России, с Казахстана или с Украины, но и с Европы. У нас в Казахстане и близко нет таких курортных зон или городков, как в Батуми. Let's get it. Let's get to this money. Let's get to these digits. Okay, diamonds bright, pretty. Look what my Hollister hold. Did you think we were kidding? Okay. Let's get it. Let's get to this money. Let's get to these digits. Okay, diamonds. Kibine baba kimi kibine bebekti ma kamına bebekti ma tamına bekti mena bekti ma fit kimi formına fit klitta ma klavana jamana lek zlo bana si bana tamına lek mulu bana bana mine pavana men beta ma fore me formına fore fofta me fide mine formına kore beze abana beze imana beta ma fore mine kamına keze beta ma fore mine formına flak mine flak mine fide mine slammer slak fofta me fide mine samına. А теперь давайте поговорим про плюсы Батуми. Первый плюс — это цены на жилье. Не знаю, как сейчас, но до войны России и Украины здесь были просто фантастически дешевые цены на жилье. Начиная от 80 до 130 тысяч тенге ты мог себе снять крутые апартаменты с видом на Черное море. Второй плюс — местная еда. Я до сих пор, находясь в Казахстане, скучаю по грузинской выпечке. Просто заходишь в любое заведение или в кафешку, или просто по дороге стоит ларек с разнообразной едой и даже не знаешь, что выбрать. Какая-нибудь булочка в виде маленькой пиццы или сосиски в тесте с кетчупом и с майонезом. Короче, здесь голодным на улице точно не останетесь. А еще в супермаркетах вкусные сладости и дешевый продукт. Я сейчас приехал обратно в Казахстан, и мне есть с чем сравнить. Говоря в двух словах о Батуми, это портовый курортный город Грузии, где живет не больше 200 тысяч человек. Здесь вы увидите высокие современные отели и апартаменты, так и старые панельные дома, которые нам так сильно знакомы. Увидите вот такие вот красивые муралы в честь местных собак. Или такие миниатюрные современные автобусы. Ну или можете почувствовать себя итальянцем на такой вот улице, которая построена в европейском стиле, где можно сделать красивые фоточки в Инстаграм, поесть вкусную грузинскую еду, ну и самое главное — почувствовать умиротворение. Когда тебе не надо ни о чем беспокоиться, и ты чувствуешь себя в безопасности и в спокойствии. Наверное, вы и так знаете, что 24 февраля началось полномасштабное вторжение российской армии в Украину. После начала войны во многих городах мира были марши поддержки в солидарности к украинскому народу.
Вот как это было в Тбилиси. А это я уже заснял в Батуми. И что удивительно, для меня большая часть людей состояла в основном из молодых людей, которым от 15 до 28 лет. Врать не буду. На марше я ни единого слова не произнес, когда все люди кричали «Слава Украине» или «Нет войне», а просто шел молча вместе со всей толпой, которые не стеснялись в выражениях и кричали даже И я шел молча не потому, что мне пофигу на ситуацию в Украине, а я действительно сопереживаю и иногда даже слезу пускал, когда видел эти страшные видео с наступлением российских танков и ракетных обстрелов. А потому что для меня это все в новинку. Когда молодежи не безразлична на то, что происходит в другой стране, и они выражают свою солидарность и обеспокоенность. Они делают репостики с грустным смайликом в Инстаграме, и через 5 минут с пафосным лицом уже показывают, как весело идут в торговый центр за покупками. Голова забита мусором и пафосом, а политика это трудно, мозгой нужно думать. Прошло уже полгода с того момента, как я вернулся обратно в Казахстан, но я до сих пор с теплой ностальгией вспоминаю время, проведенное в Грузии. Она для меня стала как второй родной страной. Я скучаю по их местной еде, по Батуми, даже по старым подъездам, где нет входной двери, по атмосфере на проспекте Руставели в Тбилиси, по местным людям. За все время пребывания я ни разу не почувствовал себя там чужаком, а это, как мне кажется, очень важно. И я дал себе обещание, что вернусь когда-нибудь обратно.